Всем привет, друзья! Вы на канале Аниматор, и сегодня у нас будет очередной фарм-тест. На этот раз долгожданная Шамба. Поговорим о том, что ценного здесь можно выбить, что не стоит твоего внимания и сколько получится заработать за 1 час фарма. Сама локация рассчитана на игроков от 50 уровня, но из 45 здесь уже можно потихоньку фармить. Правда, требований к шмоту будет побольше, да и паровозить едва ли получится. Я же буду фармить 64-м волшом. Правила теста остаются прежние. Никаких рейтов, никакой расходки на шанс дропа, только премиум аккаунт. Выпиваем эликсир, который послужит часовым таймером, и погнали. Трофеи в Шамбе откровенно не самые дорогие и востребованные. Например, Орбитула нужна по сути только для крафта экспериментальной брони. Доспех, конечно, топовый, но его не настолько массово делают, чтобы этот лут прям разлетался. На рынок частенько ставят от 300 до 700 голды, но продаваться будет очень долго. С желатином ровно то же самое, для квестов он не нужен, идет только на крафт шляпы слепого стрелка и брюк с клепками. 300 голды красная цена, но больше потратишь на продление торгашей. Лягушачья икра уже идет на 2 квеста, один из которых ежедневный, но сами квесты средненькие, поэтому и цена за нее обычно в районе 300 голды, хотя продаваться будет уже пободрее. Брюшко филлера идет на обычный квест на 43 уровне, цена на рынке варьируется от 500 до 1000 голды, хотя, если честно, непонятно почему, ведь лут откровенно мусорный и продается крайне туго. Зеленый мох нужен для крафта брюк с клепками и 2 ежедневных квестов, продается довольно бодро, но вот цена редко превышает 3 сотни за штучку. Все остальные трофеи вообще некуда пристроить, поэтому смело сдавай их НПС. Честно говоря, я частенько фармлю в Шамбе и в принципе все местные трофеи сдаю неписи, ведь продаются они очень туго и выхлоп при этом мизерный. Расходки в Шамбе не так много, но тем не менее заработать на ней можно неплохо. Конечно же, я имею в виду Курары. Падает он с хатлеров, батлеров и бломов, используется для увеличения урона, причем как в ПВЕ, так и в ПВП. Очень хорошо продается, по ликвидности я бы сравнил его с травяной жвачкой. Цена на рынке редко опускается до 5000, обычно колеблется в районе 7-8к за штуку. Бывает, конечно, и дороже. Сушеный филлер восстанавливает чуть больше 5к здоровья за 5 секунд. Вполне можно продать с рынка, но будь готов, что это займет время и цена вряд ли превысит 500 голды за штучку. Я продаю неписи. А вот жабью икру, если не используешь сам, то сразу продавай НПС, ведь на рынке ее никто не купит, потому что есть кленовый сироп, который восстановит в 2 раза больше энергии и стоит он копейки. Если вдруг не знал, то вот тебе лайфхак. В Кведаке возле загона с жужами стоит НПС Элла. У нее кленовый сироп продается по 30 монет и восстанавливает он 300 энергии. Это самая эффективная и дешевая расходка на энергию, поэтому если ты вдруг раньше покупал какую-нибудь ашколотскую жвачку, то завязывай с этим. Со шмотом в Шамбе все очень разнообразно и есть вполне годные на продажу вещи. Например, доспех Амбера, неплохая 43-я броня для мечников, падает с батлеров, средняя цена на рынке около 1 миллиона. Поножи Амбера падают с хатлера, тоже неплохо продаются, цена в районе 400к. Комариное кольцо на сегодняшний день все еще актуально, цена около 1 миллиона, более того, даже не слотовая легко купят 1200, падает с филлеров. Экспериментальный пистолет выпадает с хатлеров, стоит в районе полумиллиона, лучшее проходное оружие для снайперов, но цена невелика из-за, так скажем, не самой высокой популярности класса. Сапоги с медными клепками, чуть ли не топовая обувь для разгона ДПС хантам и снайперам, стоит в районе 800к, но цена частенько перебивается, так как они довольно часто появляются на рынке, падают с червя. Катар ключника также выпадает с червя, не самое востребованное оружие, но за пару-тройку сотен продать можно. Абордажную шляпу и орб титановой жужи тоже стоит упомянуть, вещи далеко не топовые, но по 2 сотни с них поиметь можно. И наконец самое вкусное на этой локации — хлюбацкий четырехлистник. Падает он с хатлеров, стоит в среднем в районе 4 миллионов, причем и рецепт можно продать не намного дешевле. Несмотря на то, что с вводом топорика хлюбат перестал быть одним из топовых амулетов, он все равно остается востребован и очень даже бодро продается. Остальной шмот на этой локации, на мой взгляд, не стоит ставить на рынок, даже слотовый проще продать НПС, ведь с рынка его или никто не купит, или цена будет немногим больше номинала у неписи.
Карт на этой локации падает 5 штук. Все они довольно дешевые, карта червя вообще ломовая, только Батлер имеет хоть немного привлекательную цену в районе 5 миллионов, при дефиците на рынке может стоить дороже. Хатлер хоть и не очень дорогой в данный момент, но вполне неплохо продается, а вот остальные карты реально проще сдавать на лом, ведь на рынке они пролежат ну очень долго. Вот такая вот сегодняшняя реальность по картам. Итак, пришло время подвести итог часового фарма Шамбы. Трофеев продано НПС на 250к, Курары выпало на 200 тысяч, шмот для НПС 190к, неслотовое комариное кольцо 2 сотни и слотовые сапоги с медными клепками 800 тысяч. Итого вышло без малого 1 650к голды за час фарма. Очень даже не дурно для локации 50 уровня, однако стоит принять во внимание еще одну положительную особенность данной локации. Это то, что здесь очень много мелких мобов, поэтому фармовые карты покажут довольно высокую эффективность. Например, за этот же час я набил жвачек примерно на 200к и камней с клешнегрыза тоже около 200 тысяч. Получается, итоговая сумма составила чуть больше 2 миллионов голды. Это, скажу я вам, прям годно. Я под впечатлением весь вечер провел в Шамбе на ханте уже с расходкой и за примерно 2 часа 4 раза бегал чистить сумку от неслотового шмота. Да еще 2 карты Хатлера выбил. Представляю, что тут будет твориться на рейды. А на этом все. Если видео понравилось, обязательно ставь палец вверх и подписывайся на канал. Удачи в игре. Пока.